Всем привет! В этом видео я начну собирать реплику Tesla Cybertruck в масштабе 1:3. Прошу не относиться к этому проекту серьезно, хотя я намерен сделать его максимально похожим как по виду, так и по функциям. Скорее всего буду устанавливать бензиновый двигатель, поскольку электрический при той же мощности будет стоить в разы дороже. В качестве донора для ходовой части планирую взять квадроцикл или какой-нибудь багги. Для того, чтобы Cybertruck получился пропорциональным, я нашел развертку бумажной модели. Сначала хотел сделать развертку 3D модели, но из этого ничего не вышло. После того, как найденные размеры были откорректированы и увеличены до нужного масштаба, я перенес все на картон при помощи лазерного уровня и малки, вырезал и склеил термопистолетом. Так получился полноразмерный макет будущей реплики. После того, как я убедился в точности деталей, начал разбирать картонную версию, попутно маркируя каждый элемент. Кузов решил делать из листов оцинковки, а каркас из профильной трубы 20 на 20 со стенкой 1,5. Начал размечать детали по шаблонам и вырезать их. Сначала изготовил пол и части боковых сторон, затем попытался сварить точечной сваркой, о чем позже пожалел. Металл очень легко прожигался и прочность соединения оставляла желать лучшего. Попутно начал делать каркас. С ним проблем не возникло, поскольку инвертором он варится намного проще, чем оцинковка. После чего перешел к боковым сторонам и внутренней стенке. Начал вырезать каждую деталь передней части, но потом решил переделать и сделать ее монолитной. Затем изготовил верхнюю распорку, капот и все оставшиеся детали по кузову. После неудачных попыток по сварке оцинковки сделал маленькие пластины для того, чтобы скрепить все элементы на электрозаклепке. Продолжил варить кузов. Когда половина корпуса была готова, я приступил к изготовлению боковой части каркаса и поперечин. Прижал струбцинами, прихватил по месту, после чего снял и тщательно проварил. Изготовил опоры для соединения двух частей каркаса, с ними я сделал то же самое. Усилил боковые стороны. Как я уже говорил, переднюю часть я решил переделать и сделать монолитной. Для того, чтобы сгибы получились ровными, зажал деталь между двумя профилями и при помощи киянки загнул ее. Затем начал делать верхнюю часть каркаса. Действовал все по той же схеме, поджимал струбцинами и прихватывал по месту.
Но не стоит забывать и про то, что все размеры нужно сверять, чтобы каркас не получился кривым. После чего можно накидывать все детали на каркас и заклепывать. Но это уже в следующих сериях, а пока можете посмотреть другие мои ролики. Всем спасибо за внимание, увидимся в следующей части.